Здравствуйте, друзья! Смогут ли шимпанзе стать людьми? Теория эволюции гласит, что и обезьяны, и люди имели общего предка, но в определенный момент каждый пошел по своей ветви развития ввиду различных причин. Самой умной обезьяной считается шимпанзе, но все же ей еще далеко до человеческого уровня. Возможно ли такое, что при создании определенных условий шимпанзе смогут пройти через миллионы лет эволюции и превратиться в новый вид людей? Обезьяна является предком человека. Это утверждение ассоциируется с Чарльзом Дарвином и его сторонниками – дарвинистами. Однако такое предположение высказал еще ранее Жорж Луи Бюфон, французский натуралист. В этом вопросе можно очень легко запутаться, ведь некоторые под термином обезьяна понимают как ее предка, так и сам вид. То же касается и человека. Так можно называть не только современных людей, но и представителей рода Homo, которые ныне не существуют. Ученые приводят несколько аргументов, доказывающих, что обезьяны – предки человека. Человеческий скелет имеет такие же отделы, как скелет млекопитающих. Сердце четырехкамерное, а кровеносная система замкнутого типа. Диафрагма разделяет полость тела на два отдела – грудной и брюшной. Нервная система трубчатая. Структура белков, гемоглобин у обезьян и человека имеет общие особенности, также схожи группы крови. Человеческий эмбрион имеет несколько стадий развития. Зародыш обладает хордой, жабрами, волосами на теле, полунервной трубкой, а головной мозг отличается гладкой поверхностью. Когда ребенок находится в теле матери, его питание осуществляется посредством плаценты. У обезьян 48 хромосом, а у человека 46. Отсутствие двух хромосом объясняется их слиянием воедино, то есть у второй хромосомы были обнаружены лишние запчасти, сразу две центромеры и две слившиеся теломеры. Исследователями были найдены ископаемые останки, части скелета, зубы, кости. Они принадлежали общему для обезьян и людей предку, а также промежуточным видам и имеют схожесть с современным человеком. Интересный факт: гены шимпанзе и человека схожи между собой примерно на 90%. Обезьяны вряд ли смогут стать новым видом людей. Никому достоверно неизвестно, при каких условиях развивалась и эволюционировала ветвь предка человека. Исходя из современных представлений, этот процесс начался в Африке, где постепенно менялся климат на более сухой и жаркий. Тропические леса в восточной части континента стали саваннами. Предки людей и обезьян, которые находились в зоне изменений климата, создали ветвь развития будущего человека. Были и те, кто остался в лесах, они стали предками современных обезьян бонобо и шимпанзе. Разделение случилось, но прошло 4 миллиона лет, прежде чем головной мозг у предка человека начал увеличиваться. Он приступил к изготовлению различных орудий из камня. Почему именно тогда эти изменения начались, неизвестно. Также предполагается, что предки людей и обезьян перемещались полувыпрямленными. Это и помогло человеку впоследствии передвигаться в выпрямленном положении, руки оказались свободны для использования разных орудий. Шимпанзе обзавелись своим способом передвижения при помощи всех конечностей с упором на передние. Даже если они начнут осваивать равнины, все равно не смогут стать двуногими, зато усовершенствуют уже существующую походку. Предположим, что шимпанзе резко свернет со своего пути развития в сторону человеческого. Однако достижение уровня интеллекта обычного человека займет у него миллионы лет. И если это произойдет, шимпанзе станут разумными существами, но все равно будут отличаться от людей. Вопрос эволюции шимпанзе в целом не совсем верный. Во-первых, у этого процесса нет единого верного направления. Во-вторых, новые виды чаще всего добавляются к уже существующим. И в-третьих, человека нельзя назвать конечной целью эволюции. Каждый вид развивается в своем индивидуальном направлении, будь то комар, дельфин или обезьяна. Автор статьи Вадим Хромов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.